Работа ювелиром достаточно интересная, увлекательная. Это такая профессия, в которой можно совершенствоваться. Ювелирное искусство – это такое искусство, которому нужно учиться всю жизнь. Каждый день ты понимаешь, что ты создаешь изделие, оно попадет к человеку, будет приносить радость, будет напоминать о каких-то хороших, теплых и радостных воспоминаниях в жизни. Меня зовут Алексей Дубровский. Я начальник золотого производства ювелирного завода «Зорко». Я прихожу на работу с хорошим настроением, потому что это та работа, которая мне нравится, я здесь могу развиваться. В моем подчинении находится несколько цехов. Я прохожу каждый цех, смотрю, чем занимаются люди. Если надо, кому-то что-то помогаю. Здравствуйте. Как у вас дела? Нормально. Покажите мне ваши изделия. Может, сделать его потолще Вес нужен. и вес добавить? Да. Есть ощущение того, что моя профессия востребована. Понимание того, что ты можешь каждый день научиться чему-то новому, научить кого-то. Сделать из обычных людей, которые приходят сюда, настоящих специалистов в ювелирной области. На нашем предприятии изготавливаются изделия из золота и серебра, а также изготавливаются комбинированные изделия золота и серебра. Наше предприятие производит ювелирные изделия из золота нескольких проб. Это 375, 585 и 750 пробы. Пробы отличаются процентным содержанием золота в металле. 375 – это 37,5% золота, 585 – это 58,5%, и в 750 – это 75%. Ювелирные изделия состоят из чистого золота и лигатуры. Лигатура состоит из меди и серебра и других легирующих элементов. Наше предприятие закупает итальянскую лигатуру, которая позволяет нам делать изделия, соответствующие мировым стандартам, качеству. Серебро у нас идет 925 проба. Это 92,5% чистого серебра, а остальное легирующий элемент. Завод закупает сырье в Министерстве финансов, и у завода есть еще сеть скупок. Население сдает туда, и тогда уже все вместе сюда приходит на предприятие. Здесь его очищают. Из всего металла получается чистая проба. Уже из чистой пробы, смотря какие нужды, металл расходится по пробам и по производствам. Есть разные производства. Здесь есть литье у нас, есть штамповка. Наше предприятие работает с камнями разных групп, такие как драгоценные, полудрагоценные и синтетические. К драгоценным камням относятся бриллианты, сапфиры, изумруды и рубины. К полудрагоценным камням относятся раухтопаз, аметист, лимонный, кварц, гранат и другие камни. Также наше предприятие работает с синтетическими камнями, такими как кубический цирконий и наноситал. Наноситал – это является имитацией натуральных полудрагоценных и драгоценных камней. Все виды камней наше предприятие закупает в России, Бельгии, Индии и странах Азии.
На основании анализа спроса дизайнерам приходят задания. Исходя из этого задания, они делают эскизы той или иной группы изделий. Но у нас приветствуется, когда дизайнер сам может предложить что-то свое. Сейчас мы находимся в отделе разработки, который является, наверное, сердцем предприятия, потому что именно здесь создаются новые модели, которые дальше могут увидеть наши потребители. Очень важна работа наших специалистов, поскольку они должны обладать высоким экспертным методом для того, чтобы можно было оценить не только визуальную часть изделия, не только дизайн, но и также учесть технологические аспекты непосредственно при изготовлении изделий. Каждая деталь прорисовывается максимально досконально для того, чтобы представить эскиз будущего ювелирного изделия на художественном совете, для того, чтобы его могли оценить другие подразделения и уже запускать данное изделие в дальнейший цикл при изготовлении, либо предложить нечто альтернативное. После того, как эскиз ювелирного изделия утвердили, оно поступает к 3D-конструкторам. И они начинают его делать в компьютере. 3D-модель. Подбирают камни, толщину, высоту, диаметры и прочие конструктивные элементы. После выращивания изделия на 3D-принтере у нас получается вот такая заготовка. Она состоит из двух видов воска. Один белый, один синий. Белый – это технический воск, который размоется потом на следующей операции. Остается синий воск. Получается вот такое изделие. Ювелир припаивает литниковую систему к этой заготовке. Далее она поступает на другой участок отливки. Ее отливают в самом металле, в серебре, для того, чтобы дальше сделать мастер-модель. Мастер-модель – это является эталонное изделие на предприятии. Ювелир-модельщик делает к ней литниковые системы, делает посадки под камни, потому что камни есть разные, квадратные, треугольные. К ним предъявляются большие требования по качеству. Смотрится все в микроскоп. Ничего нельзя пропустить вообще. Мастер-модель нужна для изготовления резиновой пресс-формы. Вот резиновая пресс-форма, вот заложена резина. Мастер-модель уже внутри. Сейчас мы посмотрим, как на вулканизаторе оно запекается. После того, как резиновую пресс-форму запекли, она идет на этап разрезки. Это тоже самый важный этап. Ювелир ее разрезает, достает мастер-модель, и все, она готова для передачи на восковой участок. На участке восков из резиновых пресс-форм мы делаем восковые модели изделия. Инжекторы у нас есть ручные и автоматические, полуавтоматические. Туда впрыскивается горячий воск. Изделие охлаждается и достается, проверяется на наличие дефектов. И в дальнейшем уже идет либо на закрепку камней воск, либо уже на сборку восковой елки. Вот так выглядит готовая елка. Здесь вот резиновая подложка, здесь стояк, здесь свидетель 1, свидетель 2. И вот сами изделия. Вот внизу кресты, сережки и другие элементы. Вот здесь кафы. Потом ювелир берет елку, берет опоку, помещает елку в опоку. И дальше оно идет на участок литья, и дальше идет формовка. Она формуется с использованием форма-массы на основе гипса и помещается в печь для отжига. Форма-масса твердеет, воск частично испаряется, частично вытекает вниз. В образовавшуюся полость заливается металл. Здесь есть разные изделия. Есть литье с камнями и есть литье без камней. Все изделия с этой елки откусываются и идут на склад. А свидетели, вот один, вот второй,
идут на анализ в химлабораторию. Елка тоже идет на склад. В отделе химической лаборатории проходит анализ свидетелей. Мы анализируем на содержание золота в сплавах. Конкретно мы определяем, сколько содержится в сплаве золота или серебра, для того, чтобы продукция, которая поступала на производство, она соответствовала заявленному стандарту. В лаборатории проводится анализ не только золотых изделий, но и серебряных в том числе. Первоначально мы сплавляем нашу пробу со свинцом, который утягивает все лишние металлы. Потом мы вывариваем получившиеся образцы, и с кислотой уходят все оставшиеся металлы, все оставшиеся примеси, и по разнице масс мы тогда и определяем пробу. Юрий Степанович, доброе утро. Пришел к вам обсудить, какие ледниковые системы будем делать в этих изделиях. Эта ледниковая система – это дополнительные разработки к данной модели, поэтому я бы ее на данном этапе отказался и не использовал. Тогда какую будем делать? Лучше вот такую ледниковую систему для данной модели. Хорошо, спасибо. На этом варианте закончу. Предприятие постоянно совершенствуется. И сейчас у нас есть новая технология – непрерывное литье браслетов. Что существенно экономит время на их изготовление, экономит человеческий ресурс, делает доступность для покупателя. Браслет после отливки получается сразу готовый, подвижный. Остается только финишные операции, и браслет готов на упаковку. Также на нашем предприятии производят обручальные кольца, которые изготавливаются методом непрерывного литья, то есть они все бесшовные. Поэтому эти кольца имеют большую износостойкость. Процесс изготовления обручальных колец начинается с изготовления трубы. Вот она уже частично сделана. И все, осталось только ее вставить в станок, задать программу и сделать кольцо. Наше производство изготавливает более 350 моделей обручальных колец. Клиенты могут выбрать любое кольцо любого дизайна, а также выбрать цвет золота и любые вставки, которые пожелают. Бриллиант, фианит. Также у нас есть лазерное оборудование, которое предназначено для нанесения гравировок специальных, то есть на обручальные кольца, на различные типы изделий, и также оборудование, которое применяется для нанесения лазерных клей. Параллельно с лицевым производством еще работает штамповочное производство. Методом штамповки изготавливаются ладанки, кресты, запасные части к серьгам, такие как барашки, швензы и так далее. И чтобы обеспечить штамповочное производство, нужно сделать прокат. Вот видите, у нас пластины золота с проката, а вот из серебра. Из этих двух пластин будут сделаны или барашки для сережек, или швензы. Швенза идет в английскую сережку для защелки, барашек идет для пусетов. Ну и вот здесь переработанный материал, где-то на 100 тысяч долларов. Все комплектующие и отдельные части всех ювелирных изделий отправляются на склад. Происходит комплектовка и распределение по всем участкам производства. У нас есть операции монтировка, закрепка, дожим камней. Сейчас мы находимся на участке монтировки, то есть механической обработки изделий. Под механической обработкой изделий подразумевается, что окончательная сборка изделия. То есть все, что мы до этого смотрели, литье, штамповка, все здесь соединяется вместе.
Галтовка – это последующая операция после операции монтировка. Процесс галтовки происходит в специальных машинах, галтовочные барабаны. Здесь присутствует наполнитель керамический. Бывают другие наполнители, но именно этот с керамикой. В галтовочный барабан засыпаются изделия, а потом засыпается наполнитель. Добавляется специальная жидкость. Они галтуются в зависимости от производственного цикла определенное время. Галтовка убирает лишние шероховатости, где-то заусенец, чтобы рабочие не тратили много времени. Это ускоряет процесс производства и улучшает качество, повышает твердость ювелирных изделий. После галтовки все изделия идут на финишные операции, такие как полировка, а некоторые идут на участок гальванических покрытий. Они проходят обезжиривание и покрытие родием. Сам металл родий относится к платиновой группе и является драгоценным металлом. Все ювелирные изделия из серебра покрываются родием. Родий предотвращает потемнение, потускнение, увеличивает износостойкость изделий, придает белый блеск. Родий является гипоаллергенным металлом. Также некоторые изделия из золота и из серебра покрываются холодной эмалью. Каждое ювелирное изделие, изготовленное нашим предприятием, проходит многоступенчатый контроль. Контроль качества производят сотрудники отдела технического контроля. Они каждое изделие смотрят вручную. На ювелирном производстве на каждом этапе обработки изделий находятся сотрудники отдела качества. Отдел качества выполняет визуальный осмотр изделий для недопущения производственного брака. В случае нахождения брака эти все изделия возвращаются непосредственно ювелиру для их устранения. Каждое изделие подвергается проверке, 100% контроль изделий. Специалисты работают в специальных перчатках для того, чтобы сохранить целостность поверхности и не допустить каких-то там сколов, царапин. Все ювелирные изделия подлежат обязательному опробованию и клеймению в Государственной инспекции пробирного надзора. От момента создания эскиза до поступления изделия в магазины проходит от 3 до 6 месяцев. На нашем предприятии бережливое производство, то есть ни одна частица золота не потеряется. А для этого существуют специальные приспособления, такие как фильтра в вытяжных системах и отстойные умывальники на всех участках производства. А также решетки на полу, которые не позволяют разносить частицы драгоценных металлов по всему предприятию. Все работники предприятия работают в специальной одежде. Спецодежда рабочих проходит стирку на предприятии для сбора драгоценных металлов, которые остаются на ней. Благодаря всем мероприятиям по сбору драгоценных металлов за один квартал мы можем собрать до 4 килограмм. Ювелирные изделия нужны для того, чтобы получать удовольствие. Так как покупатели получают удовольствие, я думаю, что некоторые ювелиры, когда делают красивые изделия, тоже получают удовольствие от того, что они могут нести радость своим покупателям. Как ювелир могу посоветовать несколько способов для ухода за ювелирными изделиями. Первое, что можно сказать, это эксплуатация ювелирных изделий. Она должна быть бережной. Если вы приходите домой и занимаетесь какими-то домашними делами, нужно все ювелирные изделия снять. Также я бы посоветовал не спать в ювелирных изделиях, особенно в сережках, так называемой конго. А также нежелательно посещать баню, сауну в ювелирных изделиях, такие как цепочки, сережки с драгоценными и полудрагоценными камнями. Золото и серебро или какую-то бижутерию нельзя хранить в одном месте. Это должно храниться по отдельности. Иногда из-за такого хранения некоторые изделия могут потемнеть, особенно серебряные. А самое главное, я считаю, это бережное отношение. Если вы бережно относитесь к ювелирному изделию, оно прослужит вам долгие годы.
Предприятие начало историю свою в 2007 году. Было всего лишь несколько ювелиров, арендные площади и небольшое количество новых моделей. Потом, в связи с постоянным развитием, мы поняли, что нам не хватает площадей, что постоянно идет набор людей, квалификация возрастает, и было принято решение в 2014 году построить это здание. Более 15 тысяч метров квадратных. В проектировании ювелирного завода «Зорко» принимали участие лучшие специалисты ювелирной области, поэтому в здании сделано круговое движение для того, чтобы сотрудники максимально быстро могли получить работу и максимально быстро дойти до своих рабочих мест. Ювелирный завод «Зорко» сегодня это одно из крупнейших предприятий Республики Беларусь, которое насчитывает более 300 сотрудников, изготавливает более 250 новых моделей в месяц. Для нашего предприятия очень важны люди, которые обладают такими навыками, как и ювелир. У нас есть обучающий класс для ювелиров. В этом обучающем классе мы производим обучение несколько направлений людей. Это закрепка, то есть те люди, которые будут крепить камни. Это дожим, те люди, которые будут дожимать камни после литья. Монтировка, те люди, которые будут производить механическую обработку ювелирных изделий. Еще есть участок полировки. Там производится финишная полировка изделий. И на все эти этапы нам нужны квалифицированные кадры, которых мы обучаем. Из-за того, что предприятие постоянно развивается, можно сделать здесь хорошую карьеру. Все заинтересованы, чтобы у вас все получалось, чтобы вы были квалифицированным сотрудником. Есть повышение квалификации, повышаются разряды. Главным инструментом ювелира я все-таки считаю руки, а все остальное – это приспособление. Так вот, приспособлений, я скажу, тоже очень много, потому что мы находимся на массовом производстве. Профессия ювелира, да, она сложная, требует усидчивости, терпения, сконцентрированности, потому что у тебя всегда в руках дорогостоящее изделие, вот, и нужно относиться к нему серьезно. Почему я захотел стать ювелиром? Меня всегда привлекала аккуратная работа, работа с драгоценными камнями. Мне самому нравится делать изделие ювелирное и потом смотреть на него и думать, вот, что это я сделал. Или, допустим, стоять даже в каком-то торговом центре в очереди и увидеть ювелирное изделие нашего предприятия, как бы душа радуется. Профессия ювелир еще в жизни дает много чего хорошего. Она как бы привила порядок к вещам, обращая очень много внимания на мелочи. Я попал сюда учеником. Меня 7 месяцев учили. Потом я поработал ювелиром-монтировщиком месяцев 7-8. Потом меня поставили мастером золотого участка. Я руководил своей маленькой бригадой людей. Потом меня повысили до модельщика. Там уже делал мастер-модель, премиум изделие, эксклюзивное что-то. И с недавнего времени меня повысили, и я являюсь начальником производства изделий из золота. Ну, исходя из своего опыта, я могу взять любое ювелирное изделие и отличить золотое, но не золотое по цвету, по весу, по характеристикам и по способу изготовления и каким-то другим признакам, которые видны невооруженным глазом. Я бы не хотел менять сферу деятельности, потому что я прошел все этапы. В моей работе мне нравится то, что я создаю красоту